Всем привет! Меня зовут Андрей, моя тема доклада будет немного продолжать Влада, но она еще будет связана как со стрим-аналитикой, а конкретно будем реализовывать анализ Твиттера в реал-тайме. Немного обо мне. Я Data Science инженер в компании Smart Business. Работаю уже год. Есть ряд проектов по стрим-аналитике. Будет один из примеров, то, что мы можем реализовывать. Что такое вообще стрим-аналитика? Есть определенное определение этого словосочетания от Gartner IT Glossary. Они говорят, что real-time аналитика — это как метод анализа данных, используя какие-то логические или математические подходы, чтобы быстро получать результат. Вообще real-time аналитика может быть не только как потоковый анализ данных, но также как и анализ данных по запросу, или анализ данных исходя из того, как формируется очередь каких-то данных. То есть данные пришли, они проанализировались сразу же. Real-time аналитика включает в себя не только какие-то статистические показатели в онлайне, то есть что вам зашло 100 человек на сайт, зашло 200 человек на сайт, а с развитием машин-лернинга это стала определенная и поддержка за счет алгоритмов машин-лернинга, то есть они помогают в онлайн-режиме принимать решения, исходя из тех данных, которые приходят к вам. Real-time сейчас используется везде, примеров есть очень много. Начнем, например, с финансовой сферы. Это фрод-аналитика, которую все вы знаете. То есть если раньше она включала в себя просто анализ пост-транзакции, то есть транзакция прошла, и вам сказали, это фрод, не фрод, и могут заблокировать вашу карту. Сейчас, исходя из того, что на банкоматах стоят куча датчиков на клавиатуре, плюс какие-то камеры, они могут в реал-тайме понимать, вы или не вы, это вообще вводите какую-то информацию, или исходя из каких-то поведенческих вещей на сайте, может сказать, это фрод или не фрод. В медицине тоже сейчас очень много примеров. Один из последних — это то, что Google разработал алгоритм, который позволяет для врача определять текущее состояние пациента, исходя из его истории болезни, то есть его карточки, препаратов, которые ему сейчас он принимает, и каких-то других вещей, которые помогают вылечить этого человека. Пример: женщина болела серьезной болезнью, но в связи с тем, что у докторов очень много пациентов, они не успевают за всем отследить, и они упустили какой-то момент, и, к сожалению, женщина умерла. Real-time аналитика, которая может помогать врачу отслеживать все показатели и быстро принимать решения, что поможет спасти много жизней. Ритейл, стрим-аналитика, самый простой пример — это то, что сейчас операционалисты могут отслеживать приход наличности в кассу, состояние стоков, еще какие-то вещи. Из последних примеров это стрим-аналитика, которая построена вместе с машинным обучением от Амазона, когда человек заходит в магазин без продавцов, и ее в реал-тайме анализируют, смотрят, она ложит что-то, не ложит себе в корзину, может даже для нее сразу же какую-то рекомендацию отправить. Это по ритейлу. Digital — это таргетирование рекламы для вас. Вы, наверное, замечали один из ярких примеров, как только вы заходите в интернет-магазин что-то посмотреть, вам тут же начинает сразу же это где-то вбрасывать в рекламу. То есть это в реал-тайме вам проанализировали. В e-commerce связанный пример, когда вам помогают, исходя из ваших каких-то просмотров на том же Amazon Go, предлагать какие-то дополнительные товары. Все знают про индустрию 4.0, которая сейчас у всех на слуху. То есть то же самое используется real-time аналитика, сбор данных с верстатов всяких. Не только мы видим, насколько загружены сейчас наши промышленные линии, мы можем предсказать, может ли выйти эта линия из строя и на что надо обратить внимание, что очень важно, так как если вовремя не принять какие-то меры, то линия может стать не на час, как
заменить какую-то деталь, а там на день или на два, а это уже как бы большие финансовые потери. Вот, это безопасность, то есть камеры, которые сейчас на улицах в Smart City, они отслеживают не только там движение трафика, не только там снятие номеров с ваших автомобилей, это могут быть какие-то предиктивные методы преступности, то есть если там, возможно, какой-то там группировка людей собирается, по ним по каким-то паттернам можно определить, что, возможно, что-то замышляется, и это можно предотвращать. Вот. Ну и, конечно же, транспорт и логистика, более качественно отслеживать, не только отслеживать то, где ваш там транспорт или ваша посылка находится, а возможно там для нее уже наперед предлагать какие-то объездные маршруты, если какие-то нештатные ситуации, или для нее наперед сразу же формировать план посещений точек, куда она должна посетить, вот, и тем самым как бы это оптимизирует работу. Вот. Почему же стрим-аналитику все так любят? Потому что мы живем в очень быстро меняющемся мире, который как бы уже не статичен, все меняется со скоростью света. И если как бы не принимать решения как бы не только в реал-тайме, но и наперед, то как бы ваш бизнес станет просто, и вы ну, как бы потихоньку закроетесь, потому что ваши конкуренты уже в реал-тайме делают какие-то вещи. Вот. Несколько примеров то, как бизнес помогает повышать доходность вашего предприятия. Это более интуитивное, интерактивное общение с вашим клиентом, что помогает как бы повышать его лояльность к вам. Это использование алгоритмов машинного обучения, которые ну, помогают не просто там, как я уже говорил, показывать там какие-то статистические параметры, но и помогает вам принимать решения на будущее. Вот, ритейлеры, которые внедряют real-time аналитику вместе с машин-лернингом, помогает оптимизировать их операционные затраты, ну, на тех примерах, которые я вам говорил, что поможет им также повысить доходность. Это также помогает более быстро принимать решения по отзывам от клиентов, а не там через 5, через 10 дней, когда там кто-то дошел до этих отзывов, и это также повышает лояльность. Ну, а также помогает более быстро, как я говорил, в e-commerce формировать вам какие-то предложения, что повышает ваши продажи. Также для бизнес-то-бизнес есть определенные платформы, которые помогают делать, там, например, собирать грузовик, я хочу там такое-то шасси, такой-то мотор, и если раньше там это по телефонному режиме, в телефонном режиме обсуждалось с каким-то сервис-менеджером, он говорил, подождите там 5 минут, я сейчас уточню, есть ли на складе, или это вообще возможно собрать такую конструкцию, то сейчас как бы real-time аналитика помогает как бы все это ускорять. Вот. Ценовая эластичность очень важный параметр, потому что, как я говорил, все очень быстро меняется. И, например, на каких-то там биржах или каких-то аукционах это более быстро помогает принимать решения. Также некоторые принципы работы с клиентом помогают поднимать ваш Net Promotion Score, что показывает то, насколько ваш бизнес будут рекомендовать ваши пользователи своим там друзьям, знакомым. Вот. По инструментам перейдем к ним, так как мы партнеры Microsoft, я пройдусь больше по инструментам от Microsoft. Azure представляет 3 таких вот кита, которые позволяют делать стрим-аналитику. Первый — это Azure Stream Analytica, это комплекс решений, который как коробка помогает быстро и ну, как бы без особого труда сделать какую-то стрим-аналитику. Это Spark со своим известным там in-memory компьютингом. Вот, и как бы на платформе HD Insight можно развернуть Spark кластер, на котором там настроить, ну, добавить еще определенные элементы, которые там будут забирать данные и выдавать их куда-то. И также Apache Storm, который работает на платформе Hadoop. Вот. Я сегодня более детально остановлюсь на Azure Stream Analytics, как на самом более быстром и простом способе сделать стрим-аналитику.
Вот. Как говорит Microsoft, Azure Stream Analytica позволяет забирать данные из разных источников, будь то IoT, будь то любые приложения или API, будь то информация с геодатчиков там, на ваших автомобилях, какая-то информация с торговых терминалов, все это Azure Stream Analytica позволяет собирать и быстро обрабатывать. Вот. Какие ключевые особенности у Azure Stream Analytica? Это очень низкий порог как бы входа, то есть не надо быть там экспертом в Spark или в Storm, ну, если будем сравнивать с этими инструментами, то есть там все намного проще. Как уже пишется во втором пункте, все запросы SQL подобные, поэтому они очень легко читаемые и как бы очень легко их писать. Я думаю, как бы это всем известно. Fully managed — это значит, что вам не надо разворачивать кластера, будь то на Hadoop или на HDS-сайте. То есть это, как вы увидите дальше, я вам покажу пример. Это буквально там несколько сервисов, связанные между собой. Вот. Также Microsoft говорит, что Azure Stream Analytica использует in-memory computing, что позволяет очень быстро обрабатывать данные без большой задержки. Как и все другие сервисы Microsoft, он имеет очень большой уровень удовлетворенности, и также уровень работоспособности. Вот. Приблизительная архитектура, как это все работает. Основные источники данных — это приложения или IoT-датчики, которые в зависимости от того или другого подключаются или к Event Hub, который является также сервисом Azure, или IoT Hub. Также есть возможность подключить Blob Storage, это хранилище данных, куда можно, например, сохранять какие-то файлы и быстро их обрабатывать. То есть я говорил, что есть варианты стрим-аналитики, когда там данные не в потоковом режиме обрабатываются, а когда там по запросу. То есть там пришел файл, надо его быстро обработать. Вот. Позволяет как бы подключить Blob Storage. Вот. Непосредственно сама стрим-аналитика как веб-сервис, и к нему можно подключить разные машин learning сервисы. Вот. На выход данные можно запуливать в базы данных. Они могут служить входом для следующих сервисов, таких как Azure Function, то есть будут срабатывать как триггер для следующих сервисов, или показывать какой-то результат в Power BI, то есть это дашборды в реал-тайме. Вот. Кейс. Переходим к кейсу, который я вам хотел рассказать. Предположим, что компания X — это какое-то медиа, которое хочет отслеживать какие-то тренды в Твиттере. То есть они хотят увидеть, какие топики более актуальны, и за счет этого быстро там писать об этом новости, потому что это привлекает, актуальные новости всегда привлекают посетителей, а также там потом можно зарабатывать за счет этого на рекламе. Какие у нас шаги с вами будут? Это непосредственно создадим Event Hub как не источник, а как концентратор наших данных. Twitter клиент application — это будет создан, точнее уже создано приложение Twitter API, и есть приложение, которое будет обрабатывать наши твиты и скорить их по тому, насколько они там позитивные или негативные, как на них реагируют люди. За это будет отвечать приложение, которое там Microsoft рекомендует, оно называется Twitter 140. Вот, внутри него есть алгоритм, основанный на байесовском классификаторе, и он будет классифицировать наши топики по тому, там это негативный твит, он нейтрален или он позитивный. Вот. Потом зададим вход наших данных, выход — это будет Power BI, поэкспериментируем, возможно, с какими-то другими запросами, и покажу вам output в Power BI. Вот. Первое — создать Event Hub. Все очень просто. Заходим на Azure портал. Я вам сначала давайте покажу, как оно в презентации, а потом интуитивно я вам покажу, как я это делал. Вот. Заходим на Azure портал, вводим Event Hub, заполняем несколько полей, и Event Hub создан. Вот. Создаем Twitter Application на сайте, который
Я покажу в конце. И скачиваем само приложение, которое Azure предлагает для того, чтобы парсить наши твиты и потом их отскоривать и отправлять результат уже непосредственно на стрим-аналитику. Вот. Создаем сам Stream Analytic Job, задаем в нему инпуты. Инпуты у нас это будет наш Event Hub с его уже заскоренными результатами. Характеризируем job, чтобы он там, например, собирал все твиты там за 20 секунд там, или за какой-то период, отскоривал их и выдавал результат уже в наш Power BI или закидывал их в SQL базу данных какую-то. Вот. Непосредственно наше приложение выдает следующие результаты, собирает следующую информацию. Это когда создан твит, непосредственно топик, тот, который мы зададим. Это, грубо говоря, топик имеется в виду хэштег, хэштег что-то там. Вот. Потом sentiment score, он характеризуется, как я уже говорил, негативный, нейтральный и позитивный, автор твита и текст непосредственно самого твита. Вот. Output, как я говорил, это будет наш Power BI отчет. Будем видеть какой-то дашборд в реал-тайме, как он меняется. И он будет выглядеть приблизительно так. Вот. Непосредственно, как я говорил, сама стрим-аналитика агрегирует данные SQL-подобным языком, непосредственно здесь SQL. Вот. Мы можем позадавать разные уровни агрегации в зависимости от того, в каком виде мы хотим видеть информацию. Вот. По полезным источникам давайте потом. Давайте перейдем непосредственно к самому Azure. Так, ресурсные группы. Вот. Как вы видите, у меня есть всего там два объекта, как я говорил, они очень легкие. Один это Event Hub, а другой это непосредственно стрим-аналитика, Job. Вот. Для того, чтобы он начал работать, мне нужно задать инпуты. То есть он сам автоматически подтянет мой Event Hub из моей ресурсной группы. Вот. Непосредственно query, который будет выполняться, то есть он будет брать там время создания твиттера, топик, оценка, то есть наш sentiment score, просто считать количество этих твитов и агрегировать там по топику, а также 20-секундными промежутками. То есть он за 20 секунд будет собирать какие-то твиты, отскоривать их и выдавать результат. Вот, в принципе, этот Windows, этот промежуток можно менять. И output — это непосредственно мой Power BI отчет, куда будут сохраняться данные. Вот. Потом давайте я вам покажу Event Hub сам непосредственно. Вот, он сейчас не работает, потому что Twitter, у меня выключен сервис. Вот. В нем вы зададите ваши точки входа, и получается, вы будете получать данные из приложения. Непосредственное приложение, о котором я говорил. Вот я специально там посоздавал аккаунты для этого. Вот тут всякие API вводите, которые вы получите, когда сгенерите приложение. И зададите топики, которые вы хотите отслеживать. Вот сегодня, допустим, давайте посмотрим, это чемпионат мира, там какие-то биткоины, AI и pets, домашние животные. Вот. То есть мы запускаем непосредственно, еще не запускаем. Сначала запустим стрим-аналитику. Так.
Так, пока стрим-аналитика запускается, мы ее можем запускать как по какому-то шедулеру, так и сами, когда захотим. Вот. И еще по Power BI. Что так. Тоже покажу, как данные. Да. То есть, как только вы зададите источник Power BI, ну не источник, а Destination Power BI, у вас автоматически после первых приходов данных в вашем Power BI аккаунте появится вот здесь вот ваши данные. На основе их вы сможете создавать отчеты и также создавать, ну вот на примере типа я создал отчет. Мы сейчас увидим, как он будет обновляться. Чтобы вы тоже там понимали, это просто там распределение твитов по темам, просто информация по твитам, то есть когда был создан твит, потом тема и его средний там скор. Вот. Твиты во времени, как они меняются, и как бы средний скор по твитам по темам, а также там сколько твитов мы уже обработали. Вот, это такой вот отчет, он будет как бы не очень реал-тайм, потому что ну, то есть здесь много данных приходит, и у Power BI есть определенные ограничения, вот, поэтому его там мы будем просто как обновлять, когда захотим. А реал-тайм непосредственно это панель мониторинга. Здесь у меня создано, сейчас данных нет, потому что ничего не приходит, два дашборда. Сейчас мы увидим, что они нам покажут. Это просто количество твитов, которое пришло за какое-то время, и скор наших твитов в реал-тайме. Так, стрим-аналитика запустилась. Запустим наш прекрасный парсер. Вот вы видите, что пошли твиты. Он начинает парсить, видите тему. Вот. И сейчас через какое-то время у нас появятся непосредственно там первые результаты. У Power BI есть тоже определенные там задержки в выдаче результата. Вот вы уже видите первые результаты. Это там около 10 секунд. И также это все зависит от того, какое количество данных приходит, потому что там тоже есть определенные ограничения. Вот. И, ну, как вы помните, у меня в джобе записано собирать данные за каждые 20 секунд. И вот вы видите, там через 20 секунд там появился новый результат. То есть общее количество собранных твитов по темам и его средний скор. По поводу того, там я использовал конкретно приложение, которое вот у меня собирает эти твиты и отскоривает от Microsoft. Они его предложили, оно очень быстрое и легкое. В принципе, нет проблем написать самому этот анализатор на каком-то на питоне, на аре, задеплоить это там на машин learning сервере каком-то, и он также будет более, возможно, глубокий анализ делать или более там расширенный. Вот. В принципе, у меня все. Ну вот, типа вы видите, оно в реал-тайме обновляется, можно там другие графики еще строить, все зависит от того, какой набор данных вы будете агрегировать вашим SQL запросом. А также, тогда я вам еще сразу же покажу вот отчет. И, в принципе, если его сейчас обновить, то, или он уже обновился, то мы будем видеть там, вот видите, то есть мы вот это время данные не анализировали, вот пришли новые твиты, там ситуация поменялась. То есть минус, конечно, этого отчета, он более детальный, но как бы его нужно обновлять там самому. А если мы хотим посмотреть какие-то простые показатели, то их мы можем вынести там на панель и смотреть их там уже в реал-тайме, как они обновляются. Хоп, еще пришли данные, там ситуация поменялась. Так можно отслеживать, какой топик там сейчас там в тренде. Вот. Видите, там, что, например, там Pets имеют более позитивные оценки, там, чем AI. AI там более к нейтральному сходится. Вот, можно посмотреть там по датам, прям по минутам,
как когда и оценивалось. Можно еще сюда добавить прям авторов и смотреть там по автору. Если вы хотите по конкретному автору смотреть, можно его только отслеживать. Вот, как-то так. Все зависит от самого парсера. Парсер также, там, если писать его вручную, можно также получать информацию о том, где был запущен Twitter, сколько фолловеров у человека, сколько человеков ретвитнуло эту тему и там, как давно создан аккаунт, чтобы понимать, это фейки, не фейки, или это какие-то боты там нагоняют хайпа. Вот, то есть информации в принципе много. Это такой самый простой пример. И как вы видите, как бы он уже может там в реальном времени там показывать какие-то простые тренды. Вот там и в реал-тайме там вы сможете следить за какими-то показателями. Вот. У меня все. Да, если у вас есть вопросы, задавайте. Да. Вот это получается как бы был пример machine learning для тех, кто не разбирается до конца в предмете, но он может как бы просто разобраться, как это работает, и просто в Azure создать все нужные ресурсы. Да. Ну, то есть в данном примере как бы вам не надо строить модель, которая будет анализировать, насколько там твит позитивный или негативный. Microsoft там это уже сделал, и можно, в принципе, использовать конкретно там этот tool. Но если вы хотите там более глубокий анализ сделать, который является более продвинутым, там, чем этот, то да, тогда нужно создавать самому. Да, понятно, спасибо. Да, еще вопрос? Ти казав, що можна, якщо, хочу там аналізувати твіти якоїсь особи. Да. Допустим, там Трампа. Да. І це якби через запрос це все можна зробити, чи це фільтр, парсер, чи там це можна задати? Ага. Вопрос был потому, если там хотим отслеживать конкретного человека, можно ли это задавать вручную? Да, в принципе, в этом приложении можно углубиться в код и более детально прописать, кого конкретно я хочу отслеживать. Вот. Но это приложение, оно более general, и если как бы ты не разбираешься в программировании, то, скорее всего, ты сможешь отслеживать только конкретные хэштеги. Вот. Еще вопросы? А какие еще есть сервисы в Azure, кроме оценки сентимента? То есть, что можно было бы использовать примерно так же? Вопрос был, какие сервисы еще помогают делать текст-аналитику и привязать ее к нашей стрим-аналитике. Как уже говорил мой коллега, это Cognitive сервис от Microsoft, самый такой вот известный. Возможно, есть еще в Azure Gallery какие-то кастомные приложения, но я конкретно не скажу о них, потому что я не смотрел. Но есть галерея, куда некоторые люди выкладывают свои решения, и там, в принципе, могут быть какие-то кастомные написанные решения. Понятно, спасибо. Это может быть там не только там для анализа текста, но и там для других видов анализа. Да, еще? Хорошо, если вопросов нет, тогда все. Всем спасибо.